Доброе утро. Время 4 часа утра. Вчера даже сами не поняли, как поняли, что нам надо в 5 утра выезжать. Дело в том, что когда я записывала Валеру, когда мы разговаривали с врачом, с педиатром, что Валеру записать и Костю, я записывала, говорила, что не раньше 12 часов. В тот раз так и было. А вчера, как глянула, оказывается, нам в 10 часов утра уже быть в городе на приеме. Я, если честно, испытала шок. Почему педиатр так сделала? Она ведь сама местная, курганинская, и знает, что очень тяжело добраться. Сейчас быстро готовлю детям завтрак. Творожок. Яйца сварила. Варятся. В общем, чтобы дома кушать было. Вафли им достала. И нам, считай, 3 часа добираться с Валерой. В 5 часов поедем. Ну, хотя бы немножечко впрок, мало ли в пробке встанем, еще что-то, рабочий день. Снежанку сегодня повезет дедушка на тренировку, на соревнования. Вчера расстроились, нельзя в группе поддержки присутствовать, даже нельзя снимать из-за карантина. Карантина-то вроде никакого нет. Ну, нельзя. Сказали, фотографии, видео сделают. Просто первое соревнование, понятно, у ребенка. И не разрешают. Домашний творожок детям замесила. Я делала творожок. Так что так вот. Все. Даем на завтрак. Позавтракают творожок и сырочек. Вчерашнего дня немножко осталась нарезка. Еще нарежу. Этот сырочек очень нежный, очень вкусный такой. Дедушка повезет Снежану на тренировку, а нас папа повезет.
переживаю, когда дети остаются дома, хоть бабушка придет. Это они, в принципе, бабушка с дедушкой настояли, чтобы меня вез Иван. Помимо творога решила сразу сделать обед. На обед у меня остались от ужина шпигачки, там еще колбаска в холодильнике хорошая. То есть все это решила перерезать миленько и на сковороде обжарить. И варю сейчас рожки. Перемешаю, потому что неизвестно, во сколько мы приедем, но чтобы дети, чтобы у них была еда. Завтракают они яйцо, сыр, творожок, а на обед сосиски обжаренные, шпигачки и рожки. Вспомнила, что я не выпила утренние таблетки, папе не положила таблетки. Обязательно надо принять. Я по утрам пью пептиды. Обязательно их надо выпить. У меня уже почти довариваются рожки. Я еще не будила Валеру, не будила, никого не будила еще. Время 4:30, я разбудила Валеру и попросила его позавтракать. Это вот детям тоже накладываю вафли, 2 пачки открыла. Все на стол им ставлю чистенько, чтобы они проснулись, у них уже все стояло. Мы с папой вообще не завтракаем, теперь пока с города не приедем. Ну, а Валера сидит, перекусывает. Нехотя, в 4:30. Он у нас один из детей, который любит подольше поспать, понежиться, почаще поспать. И с утра он не любит очень сильно завтракать. То есть он тоже вот кружечка чая, и больше ему ничего не надо. Валера у нас такой. Но перекусить, чтобы в дороге плохо не было. И вообще долго очень добираться. Также написала детям записку, оставила на столе на листе А4. Написала, что дети, Ульяна, обращение к Ульяне, чтобы дома чистенько было, чтобы заботились друг о друге, чтобы помогали друг о друге, чтобы завтракали, и что мы их с папой очень сильно любим. Ну вот мы съездили с Валерой, как в 4 утра встала, в 5 утра уехали, Валерия, встала, аж сразу услышала, что я камеру достала, встал. Прошли мы невролога. Сейчас нужна электромиография стимуляционная пройти. Потом глазное дно пройти еще. Консультация у окулиста надо будет сделать. А потом опять на прием к этому же неврологу. Ну, она так пишет под вопросом, что ставит. Мотосенсорная нейропатия под вопросом ставит. Мотосенсорная. Раздевала Валеру, побуждала его, до нижнего белья. Побуждала его ходить, руки вытягивать. Смотрела, слушала, в общем. Теперь едем домой. Время 12 час дня. Уставшие, сонные. Дедушка там Снежанку возил на экзамены. С утра сказали 600 рублей, чтобы у нее было в ручках на призы. Вот она сейчас только что, дедушка ее как в 8 утра увез и стоял, ждал там, бабушка там с детьми. И стоял, ждал, и вот только в 11:30 Снежана мне позвонила, что мама, все, дедушка меня забрал. Я вышла, дедушка и не уходил. Дедушка и не уходил оттуда. Ну, какие-то призы, говорит, заняла 1 место, конфеты, говорит, мне дали. Я говорю, что еще, сфотографируй, покажи. Плохо, что не разрешили, конечно, присутствовать, грустно. Ну уж, разрешили бы, где-то пускают, где-то не пускают вообще. Хотя бы по одному представителю от семьи бы разрешили прийти. Едем домой. Тяжело ездить, конечно. Дорога дальняя, долгая.
друзья, такое место есть. Сколько раз проезжая мимо, все хотел остановиться, заснять. Внизу река, высоко так. Вот такая панорама. Здесь вот, если бы не мусор, вообще красиво было бы. Вот мы остановились. Здесь вот беседки такие. Мама идет с Валерой. Помашите ручкой. Валера, у тебя что, ручки замерзли? Какая красота! Ну, вид здесь, конечно, шикарнейший. Просто камера не передает все это. Всю эту красоту. Поворот реки такой. Конечно, здесь. люди умудряются накидать мусора. Везде, но. Ну а так красота, конечно. Валер, шарик нужен надувной, он спустился. Шарик. Это река Кубань, что ли? А вот какая река? Не, Лоба, наверное, это Лоба. Поля. Приехали мы домой, и дома вот такая звезда, она, конечно, уже в халате, она намылась только из ванной, и у нее вот такая вот грамота, медаль и мешок конфет. Детям сладости – это главное. Снежана, расскажи свои ощущения, как понравилось тебе участвовать на соревнованиях? Да. Да. Все ли получалось? Да. Ты волновалась? Вообще? Что дома ты немножко как настоящая леди волновалась, а там нет? А то, что родителей рядом не было, не волновалась? Нет. Ты моя такая смелая, ты знала, что дедушка на улице ждет, да? Ну, молодец. Мы очень рады, что тебе все... Будешь еще участвовать в соревнованиях? Да. Да, твоя тренер сейчас мне сказала, что скоро они обработают фотографии и пришлют. Ну, вот так вот. Но давай мне мешок с конфетами, а ты помаши, пожалуйста, попрощайся, скажи до свидания, скажи до скорых встреч. До свидания, до скорой встречи.